Вот такое шикарное блюдо грузинской кухни мы будем с вами готовить, друзья. Богатое ароматами специй и насыщенное грецкими орехами. А что нам надо? Это блюдо готовится из потрошков куриных, называется кучмачи. Это старинное. А с чего мы начнем? Давайте мы начнем раньше подварим немножко желудочки. Желудочки мы заранее промыли. Ну вот, друзья, вода греется. Давайте их забросим и будем варить. Минут 30-35. С момента закипания воды накроем крышечкой, пусть себе варятся, и не будем им мешать. Пока варятся куриные пупочки, давайте почистим сердечки. Сердечки мы разрежем пополам. Вот так, ребята. И будем их мыть, ребята, под проточной водой. Сердечки мы промыли, они чистенькие, без крови. Нужно обязательно их просушить, потому что они будут жариться в масле, чтобы не было брызгов. Сейчас мы выложим бумажное полотенце, и пусть они немножко подсохнут. А тем временем мы займемся с вами печеночкой, ребят. Ребят, сейчас мы еще раз хорошо промоем печеночку. Мы ее до этого замочили, все лишнее срезали, нарезали ее на кусочки. На 4 части, будем говорить так, нарезали печенку. Не сильно маленькие, потому что если будут сильно маленькие кусочки, она просто высохнет. Сейчас мы тоже промоем ее под проточной водой. Друзья, сердечки высохли, они уже сухие, их можно смело бросать в масло. Печенку мы поместили в дуршлаг, пусть стекает лишняя вода. С печеночки так она тоже подсохнет. Желудочки варятся, сердечки и печенку мы промыли хорошо, осталось нам нарезать лук. Одну половину мы нарежем четверть кольца, другую половину мы нарежем полкольца. Вот нарезали мы лучок. Это у нас есть орехи, мы их мельчить не будем, мы их просто нарубим мелко. Ребята, вот такая вот крошечка. Видите, не сильно мелко. Вот такая крошка орехов грецких. Друзья, у нас все готово. Печеночка стекает, она сухая. Сердечки сухие. Орехи нарубленные. Чесночок мы нарежем. Специи наши. Ребята, лучок. Осталось нам подождать, когда сварятся желудочки. Друзья, желудочки наши сварились. Давайте начнем собирать блюдо. Давайте сковородку теперь поставим на огонь. Сделаем немножко огонь больше. Друзья, но бульон мы не выливаем, нам бульон пригодится в конце. Пусть нагреется сковородка.
А мы тем временем нарежем желудочки. Вот отлично. В блюде кучмачи должна быть четкая последовательность. Раньше делаем желудочки, прижариваем, потом добавляем сердечки. А что потом, вы все увидите. Но главное последовательность. Сковородочка наша нагрелась, отправляем желудочки. После того, как добавили желудочки, ребят, добавляем маслица. И обжариваем примерно минут 7, ребята. Вот и будем обжаривать их. Друзья, мы обжарили желудочки, сейчас добавили сердечки. И будем жарить еще минут 7. Подняли немножко огонь. Сейчас жарятся сердечки. И будем добавлять печенку. Печенку почти в конце, ребята. Сейчас, ребята, испарится немножко вода. И сердечки начнут жариться. Друзья, на этом этапе приготовления мы не добавляем ни соль, ни специи наши и ни лук. Когда все три ингредиента между собой встретятся, это сердце, желудок и печень. Печень немножко прожарится минут 5. Будем добавлять наши специи и солить по вкусу. И лук. Вот, друзья, сердечко наше прогрелось, прожарилось 5 минут. 7. Давайте добавим печеночку. И распределим по всей поверхности. Дадим печеночке еще минут 5. Вот так. Друзья, в этом блюде самое главное, не пересушите печенку, потому что она будет сухая и невкусная. Вот сейчас еще минут 5 мы будем добавлять лук, который придаст сочность нашему блюду. А когда мы добавим лук, когда лук станет немного золотистым, мы добавим специи. Добавляете печенку, сделайте большой огонь, чтобы масло было очень горячее, чтобы сразу закрыло печенку, чтобы печенка не успела отдать свою жидкость. Вот так. Вот, друзья, такая красота у нас получается. Вода практически испарилась. Осталось масло, в котором жарится печенка. Так как желудочек был пожаренный, сердечко зажаренное, сейчас жарится печенка. Еще пару минут будем добавлять лук. Ну вот, друзья, будем отправлять лук. Лук создаст нам сочность и основу нашего соуса. Вместе с орехами это будет обалденно, ребята. И со специями. Это будет очень вкусно. Дадим сейчас немножко, припустим лучок. Посыпем на него соль, чтобы он быстрее отдал свой сок. И в этом соке будут тушиться наши ингредиенты. Вот так, ребята, буквально щепотку соли. Пусть нагреется лучок, потом перевернем. Ну вот, ребята, давайте перевернем все. Вот так, перемешаем лучок.
Ну и пусть все это тушится до прозрачности лука, ребята. До золотистого цвета. Ну вот, друзья, мы перемешали лук. Сейчас испарится лишняя вода, которую дал лучок, и блюдо начнет жариться. Ну вот, друзья, лучок наш прижарился. Смотрите, какая красота. Давайте освободим место и бросим наши специи, ребят. Дадим прогреться немножко специи и вмешаем их. Запах, конечно же, стоит обалденный, ребят. И хорошо промешаем. Друзья, получается шикарное ароматное блюдо. Значит, давайте добавим немного бульона. То, что у нас осталось. Буквально 3 ложечки. Вот так. Пусть специи хорошо растворятся и хорошо подружатся с нашим мясом. Ну, мясо, субпродуктами нашими. Друзья, после специй мы добавим наш чеснок. Мы его нарежем мелко. Вот так, ребята, чесночок. И перемешаем. И дадим прогреться еще минут 5. Давайте еще добавим бульон. Примерно 4 ложки получилось столовой. Мы добавили бульона. Сейчас он прогреется в нашем блюде, и мы добавим орехи. Орехи просто вытянут на себя всю воду, и соус будет гуще. Друзья, кто любит острое, может дать острый перец. Вот так, ребята, шикарно это уже смотрится. Орешки и наши субпродукты с луком. Ну вот, ребята, блюдо почти готово. Давайте нарежем зеленушку. Мы дадим сейчас немножко и при подаче. Вот так вот. Вот так, ребята. А потом при подаче. Еще минутки 2 мы выключим, и пусть себе отдыхает. Друзья, вот такое шикарное блюдо, ароматное и очень вкусное у нас получилось. Рекомендую пользоваться моими рецептами. И будет вам очень вкусно, ребята. Друзья, я подумал раньше просто сфотографировать блюдо и выставить его в ролике. Но после того, как я попробовал его, я решил ему поделиться впечатлением об этом шикарном блюде. Вроде бы продукты дешевые, куриные субпродукты, а вкус очень богатый. И блюдо смотрится очень дорого, ребят. Набор специй обалденный, аромат обалденный. Печеночка получилась до того нежная, до того мягкая. Обалдеть можно, ребята.
Обалдеть. Ребята, что я хочу вам сказать. Хотя и блюдо дешевое, в смысле продуктов, на вкус это блюдо очень богатое. Ребята, я хочу поблагодарить тех, кто придумал это шикарное блюдо. Кучмачи называется. Пожелать всем мира, добра и всего самого наилучшего. Ребята, делайте этот рецепт, и вам обязательно он понравится. Вы просто не представляете, затраты минимум, а выход по максимуму. Обалденный вкус. Всего доброго, мира и добра. Ставьте лайки, ребята. Подписывайтесь на мой канал. Всем всего самого хорошего. Всех люблю.